Я хотел бы обратиться к широко распространенным мифам и опасениям, которые существуют по поводу присоединения к Международному уголовному суду. So the first concern, common concern, is that there will be a flood of Russian complaints submitted to the International Criminal Court. Ну и первое опасение это то, что будет целый поток разных жалоб, которые Россия направит в Международный уголовный суд. So let's examine what is a complaint to the ICC. Поэтому давайте поймем, что такое жалоба в Международный уголовный суд. A complaint to the ICC is a document providing information to the ICC prosecutor. В данном случае жалоба – это документ, который предоставляет прокурору Международного уголовного суда определенную информацию. The ICC prosecutor has no obligation to open an investigation on the basis of this information. И прокурор Международного уголовного суда не обязан открывать производство на основе каждой полученной информации. The prosecutor simply considers the information and decides what to investigate and who to prosecute. А прокурор рассматривает полученную информацию и потом принимает решение о том, что расследовать и кого привлекать к ответственности. So in essence, the question is not how many complaints are received by the ICC. It's not the quantity that matters. It is the quality of the evidence. И поэтому получается, что вопрос не в том, какое количество вот этих вот информаций получит Международный уголовный суд. Здесь вопрос не в количестве, а в качестве свидетельств и доказательств, которые вы предоставляете. So one complaint, which is based on solid evidence, could trump 1,000 complaints, which are baseless. Поэтому одна жалоба, которая базируется на достойных доверия свидетельствах, может как бы перебить тысячи жалоб, в которых не содержится достойное доверие информации. So a second concern is that Ukrainian frontline soldiers may risk ICC prosecution. Второе опасение это то, что украинские военные, украинские фронтовики окажутся под угрозой преследования Международным уголовным судом. As parliamentarians, you are of course aware that any institution is limited by its mandate and by its resources. Как представители парламента, вы знаете, что любая институция, она ограничена своим мандатом и своими ресурсами. ICC resources are limited. Ресурсы Международного уголовного суда тоже ограничены. And the ICC mandate is therefore to investigate only the most serious crimes and only the most responsible persons for those crimes. Поэтому из-за этой ограниченности ресурсов и согласно своему мандату Международный уголовный суд расследует только самые серьезные, самые тяжкие преступления и только наиболее вовлеченных и виноватых в них людей. So the ICC is highly unlikely to investigate and prosecute frontline soldiers and isolated incidents. Поэтому очень маловероятно, что Международный уголовный суд будет преследовать отдельных военных, вовлеченных в отдельные какие-то инциденты. What they are interested in is the general pattern of criminality and those most responsible for that criminality. Потому что то, что их обычно интересует, это, скажем так, основная тенденция совершения преступлений и тех, кто как бы руководил совершением этих преступлений, и те, кто руководил. The next concern is, well, what if Russia protects its citizens from extradition to the ICC? Следующий вопрос, а что же будет, если Россия будет защищать своих граждан от экстрадиции в Международный уголовный суд? Well, first of all, an ICC arrest warrant does not expire. В первую очередь, тот ордер на арест, который выдается Международным уголовным судом, он не имеет срока давности, его срок не истекает. There may come a time when such an extradition is possible. Рано или поздно настанет время, когда такая экстрадиция станет возможной. Secondly, an ICC arrest warrant, in its own terms, carries a powerful stigma on the suspect and on the government which protects him. Во-вторых, ордер на арест, который издается Международным уголовным судом,
несет в себе очень высокий уровень стигмы по отношению к тем людям, на кого он выдан, а также по отношению к тем государствам, которые пытаются таких людей защитить. The suspect subject to such a warrant cannot travel. Человек, на которого выдан такой ордер, не может путешествовать. The government that protects him is subject to international condemnation and isolation. Правительство, которое защищает, покрывает такого человека, оно подвергается международному осуждению и изоляции. For example, the case of President al-Bashir of Sudan. Например, дело президента Аль-Башира, президента Судана. Then the fourth concern that I turn to is, well, how can Ukraine protect its citizens from prosecution at the ICC? Следующий вопрос – это каким образом Украина может защитить своих граждан от преследования Международным уголовным судом? The ICC will only has power to prosecute if Ukraine does not conduct genuine investigations and prosecutions. Ответ, вернее, заключается в том, что Международный уголовный суд будет преследовать этих людей только тогда, если Украина сама не будет проводить эффективные расследования. So to protect your citizens from the ICC, all you need to do is investigate domestically the crimes. Поэтому для того, чтобы защитить своих граждан от Международного уголовного суда, все, что нам нужно сделать, это всего лишь навсего расследовать те преступления, которые происходят у нас на национальном уровне. And finally, I'd like to conclude by outlining some of the benefits of joining the ICC. И теперь несколько позитивных моментов от присоединения к Международному уголовному суду. The ICC is an opportunity for an independent and impartial investigation. Во-первых, Международный уголовный суд – это возможность для независимого и объективного расследования. The ICC cannot be accused of political manipulation or acting for specific political interests. Международный уголовный суд не может быть обвинен в политических манипуляциях или в поддержке тех или иных специфических интересов. Unlike a domestic prosecution. В отличие от представителей национального правосудия. An ICC investigation will also bring international attention to the events and international stigma to the perpetrators. Во-вторых, расследование со стороны Международного уголовного суда привлечет очень широкое международное внимание к событиям, которые происходят, и вызовет широкое международное осуждение тех людей, которые совершали преступления. But most importantly, the ICC will deter future perpetrators. Но самое главное, это выступит, скажем так, таким предупреждением, инструментом, который будет пугать людей, которые захотели бы совершить такие преступления в будущем. The ICC's biggest success is not in the number of people that it has convicted, but instead in the number of criminals which it has deterred. Самый большой успех Международного уголовного суда заключается не в количестве тех людей, которых они успели осудить, а в количестве тех людей, которых перспектива осуждения испугала. В первую очередь, сегодня хотел бы продолжить некоторые из тех тезисов, которые начала его коллега Елена, и касательно опыта взаимодействия между Грузией и Международным уголовным судом. По состоянию на сегодняшний день Международный уголовный суд получил 3854 различного рода коммуникации от разных субъектов по поводу событий, которые произошли в Грузии. Majority of these communications have been initiated and launched by the Russian government, either directly or through individuals which they have worked with during and after the conflict. И абсолютное большинство из этих коммуникаций, они были инициированы Россией, либо как на государственном уровне, либо при помощи, при использовании каких-то индивидуальных людей, индивидуальных жертв. When I met the prosecutor of the ICC just 2 months after the conflict to share with him some of the findings which we had, one of the first things he said to me was just, what is going on? I have received
huge pile of information from Russia, but practically nothing from Georgia. And you are the first one who comes to me and talks about the crimes committed by the Russian side, which was a surprise to me. И когда Симон буквально через несколько месяцев после конфликта встретился с прокурором Международного уголовного суда, прокурор его спросил, а что там у вас происходит, собственно говоря, потому что я получаю огромные кипы бумаг из России и ничего не получаю из Грузии. И ты первый, кто стал со мной говорить о преступлениях, совершенных российской стороной. Just a little clarification, I was there as a representative of the victims, as a lawyer, working on behalf of the victims, not as a representative of the government. Симон в то же время он не был представителем правительства на тот момент, он был там адвокатом, который представлял интересы конкретных жертв. So just to go a little bit back, another fact is that Georgia has ratified their own statute in 2003 and was a state party when the crimes have happened in 2008. Ну, немножечко еще вернемся назад, и я поясню, что Грузия ратифицировала Римский устав в 2003 году, и на тот момент, когда в 2008 году начались военные действия, она уже была частью Международного уголовного суда. Legally speaking, this means that the ICC has automatically had a jurisdiction over those crimes which have happened in Georgia, despite who committed them, according to the principle of territoriality. И таким образом, если мы будем говорить, ну, как бы с правовой точки зрения, то это означало, что Международный уголовный суд автоматически имел юрисдикцию по отношению к тем преступлениям, которые были совершены, ну, по отношению к тем преступлениям против человечности и военным преступлениям, которые были совершены на территории Грузии во время этого конфликта. Another important fact to highlight is that Georgia, as a state party to their own statutes, had the possibility to make a state party referral to the ICC and ask this court to investigate. This was not done until today. Да, и, конечно, как сторона, как участник Международного уголовного суда, Грузия имела возможность обратиться к Международному уголовному суду и инициировать расследование тех преступлений, которые были совершены, а чего не было сделано до сегодняшнего дня. Before I moved to explain why this happened and what were the underlying reasons for the Georgian government not to do so, another few facts about the crimes itself. Прежде чем я объясню, каковы были мотивации грузинского правительства так поступать, я хотел бы немножечко рассказать о преступлениях таковых. So the crimes have been documented by great variety of actors, most of them civil society actors, but also other international actors like Special Inquiry Commission, which was set up under the umbrella of UN, which has conducted quite big work and produced a huge report which details crimes which have taken place during and after this conflict. Большинство информации было задокументировано разными субъектами, в основном это были неправительственные организации, и также другие международные акторы, например, комиссия специальных запросов, специального рассмотрения, расследования, которое было создано под зонтиком ООН, и она провела очень большую работу и создала огромный отчет по этому вопросу. All the sources indicate to the fact that in terms of proportionality, crimes which were committed by the Russian side and by the Ossetian side under the Russian control are disproportionately much higher than those allegations which relate to the crimes committed by the Georgian side. If we put it in percentages, I would say it's 95 against 5. Все эти отчеты, они подтверждали, вся эта собранная информация подтверждала, что большинство преступлений были совершены в этом конфликте со стороны Российской Федерации. И если мы говорим об этом в процентном соотношении, то Симон сказал бы, что это 95% против 5%. And those allegations which relate to crimes committed by the Georgians, there are two allegations actually. One of them is attack on the joint peacekeeping force, mostly it's a Russian
peacekeeping force which was deployed in breakaway regions, both Abkhazia and South Ossetia, by the Russian Federation, which somehow dominated the ceasefire negotiations on the place. So one of the allegations made by the Russian side is that Georgians have attacked peacekeepers in violation of the ceasefire agreement. Ну, одно из этих преступлений это то, что как бы, грузинские военные напали на международные миротворческие силы, но тут нужно объяснить, что в этом регионе, в Грузии, то есть в этих ее значит, самопровозглашенных республиках в Абхазии и Южной Осетии, международные миротворческие силы, они фактически подмяты под себя Российской Федерацией, состоят из российских военных, потому что Россия в свое время смогла очень эффективно воспользоваться переговорами по поводу прекращения огня и фактически подменила международных миротворцев своими военными. But this fact has not been verified, and there is no evidence that this has actually happened. Another allegation which is made against Georgian government forces was indiscriminate shelling of town of Tskhinvali in the morning of 8th of August and throughout the 8th of August. Но вот это первое, значит, обвинение, оно никогда не, оно не было проверено или подтверждено какими-либо фактами. А второе преступление, в котором обвиняют грузинских военных, это неизбирательный огонь по жилым кварталам города Тскhinvali, начиная с рассвета 8 августа и в течение целого дня 8 августа. So there are some allegations that those bombings have led to civilian casualties. And the weapons, type of weapons which were used, mostly it's Grad launchers, Grad rockets, could not and should not have been used under the given circumstances in the given place. So this allegedly is a crime. Ну и то есть, суть этих обвинений заключалась в том, что вот этот неизбирательный огонь, он привел к человеческим жертвам со стороны мирного населения, и что велся этот неизбирательный огонь из систем залпового огня «Град», который является запрещенным видом оружия для использования по направлению к жилым кварталам. So these are two allegations made against Georgians. Now there is a sea of allegations made against the other side. And number one allegation is the allegation of the ethnic cleansing or forcible transfer of the ethnic Georgians from the side, from the proper of South Ossetia. And initially about 200,000 people have been forced to flee the conflict. And as of today, there are about 25,000 Georgians, ethnic Georgians, who remain in displacement as a result of this conflict, and whose houses have been burnt down, and some 25 villages inside South Ossetia, ethnically Georgian-dominated villages, have been swept off the ground. И только что мы рассказали про те два обвинения, которые выдвигаются по отношению к грузинской стороне, а теперь поговорим про множество обвинений, которые существуют по отношению к противоположной стороне. В первую очередь это обвинение в этнической чистке. Это в том, что при помощи, значит, вот этой этнической чистки 200 тысяч человек, которые представляли собой этническое грузинское население, были выдавлены с территории де-факто Южной Осетии. И из них до сих пор 25 тысяч остаются внутренне перемещенными лицами, и их имущество, их дома были уничтожены, и вообще 25 деревень на территории вооруженного конфликта, это были деревни, в которых доминировало этнически грузинское население, а люди из них были изгнаны, а эти деревни в буквальном смысле слова были сровнены с землей при помощи экскаваторов и бульдозеров. Now, this is under international law and under Rome statutes. This is a classic case of crime against humanity when people are being persecuted based on their ethnicity. Apart from the ethnic cleansing, we have documented numerous cases of killings, murder of
ethnic Georgians. We have documented cases of torture in detention of both prisoners of war and just regular civilians who have been detained during this conflict. Ну, то есть, согласно международному праву и согласно Римскому уставу, вот то, что я только что описал, это является, вот эта этническая чистка, она является преступлением против человечности, потому что люди подвергаются систематической атаке только за то, что они представляют какую-то определенную этническую группу. Кроме этнической чистки, также были зафиксированы казни людей, и также были зафиксированы пытки по отношению как к военнопленным, которые были захвачены, так и по отношению к задержанным представителям мирного населения. То есть эти деревни были уничтожены, собственность была уничтожена, люди были, большинство людей было как бы оттуда изгнано. Но, тем не менее, потом эти преступления, они сохраняли еще некоторое время систематический характер, не на протяжении 5 дней конфликта, а в последующие, после этих дней, несколько месяцев, когда продолжалось мародерство, казни, пытки и прочие преступления. Ну и что же сделало грузинское правительство, чтобы среагировать на все эти преступления? Ничего не сделало. Вот, они старательно имитировали, что они проводят расследование, но никаких серьезных следственных действий не было предпринято до сегодняшнего дня. Те преступления, в которых подозревалось грузинское правительство, они были ничтожны по сравнению с тем количеством информации, которая была задокументирована по отношению к преступлениям, совершенным Российской Федерацией. Все равно грузинское правительство выбрало тактику не делать ничего и никаким способом не бороться с этим, и не расследовать эти преступления, и не передать информацию в Международный уголовный суд. Ну, если говорить про предыдущее правительство, то ими в основном двигала боязнь быть преследуемыми за те преступления, в которых подозревалась грузинская сторона. И вот то, что кажется Симону похожим в этих ситуациях, это то, что вот правительство боится, потому что ходит множество слухов про преступления, которые были совершены украинской стороной, но вот даже со стороны своей организации, которая работает здесь в Украине, у которой есть люди, которые каждый день они проводят мониторинг и документирование преступлений, которые совершаются в зоне АТО. Несмотря на это, и они работают уже 6 месяцев, и несмотря на это, они не нашли каких-либо доказательств или очень какое-то маленькое количество информации про преступления, которые бы совершались с украинской стороны. Another thing which Ukrainian government has to do, and it seems to be a logical step forward, is to ask the International Criminal Court to look at the situation. We know that this parliament has passed a resolution calling to the executive branch of the government to make a referral under Article 12, paragraph 3 of the Rome Statutes covering eastern Ukraine. Our suggestion is that this has to be communicated to the ICC as soon as possible, and there should be no time limitation, neither territorial limitation. It has to cover entire territory of Ukraine, and it should not be related to the wording of this declaration, which we have seen was a bit one-sided and accusatory. I think this wording has to be rephrased in a way to invite this court to look at the crimes committed by any party that take place on the territory of Ukraine. И как бы логическим шагом было бы продолжить свое сотрудничество с Международным уголовным судом. Мы знаем, что парламент принял декларацию про признание юрисдикции ad-hoc Международного уголовного суда. Мы бы советовали, чтобы в соответствии со статьей 12, параграфом 3 Римского устава, эта декларация была коммуницирована немедленно, без никакой задержки, в Международный уголовный суд, а также, чтобы перед этим, и чтобы она не содержала ограничения по времени, ограничения по территории, и также, чтобы там были изменены ее тон, скажем так, который был построен на таком обвинительном и одностороннем тоне, потому что, ровный тон скорее бы привлек суд к расследованию ситуации в Украине.
Another step that has to be undertaken is the full ratification of the Rome Statutes. We see that the Ukrainian society at large adheres to the European values, and Ukrainian government, and government I don't mean the executive only, including the parliament, has to match the needs of its own people, and this would be one of the concrete steps which would be, a strong step towards the European integration, towards getting close to the values of the European Union, etc. So we strongly recommend that all steps are undertaken for the ratification, including, if needed, amendments made to the Article 124 of the Ukrainian Constitution. Также мы рекомендуем, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, потому что таким образом Украина приблизится к тем европейским ценностям, которые она заявила для себя, когда, начала процесс ассоциации. И что так мы призываем совершить все действия, необходимые для немедленной ратификации Римского устава, включая, если это необходимо, внесение изменений в статью 124 Конституции Украины. На Кампальской конференции в 2010 году были внесены изменения в Римский устав, и был принят дополнительный протокол, который также добавил новый состав преступления, который может рассматриваться Международным уголовным судом, это преступление агрессии. Но согласно этому протоколу он вступает в силу в 2017 году. То есть таким образом, если Украина ратифицирует до этого момента Римский устав и эти протоколы, то таким образом она сможет потенциально говорить о том, чтобы рассмотрели преступление агрессии, которое было совершено против нее. Если же перейти к самому определению преступления агрессии, то то, что произошло в Украине, полностью соответствует классическому определению этого преступления, которое дано протоколом, принятым на Кампальской конференции. So the next question is, can the ICC then treat this particular crime in this particular situation because it has been committed before the protocol came into force, which will be in about 2 years? Но нужно рассмотреть более детально вопрос, сможет ли суд заниматься этой конкретной ситуацией в связи с тем, что преступление агрессии было совершено до 2017 года, то есть до того, как этот протокол вступил в действие. And in any case, according to the Rome statutes, court can only deal with those cases and situations which have happened after the moment of the ratification, but and then this also depends on the interpretation of the crime of aggression as such by the ICC. There is a good chance that continuing or crime of aggression might be classified as a continuing act, which may be started sometime, maybe years back, but is still continuing, and some of the elements of the crime which are described in the definition are still present, are kind of activated, which then can trigger investigation under this article. То есть даже проблема не в вот этом 2017 году, а проблема в том, что Международный уголовный суд расследует те преступления, которые произошли после ратификации Римского устава. То есть таким образом получается, что есть проблема с этим преступлением, но может быть, есть очень высокий шанс того, что это преступление агрессии будет интерпретировано судом как продолжительный акт, который состоял из целого ряда эпизодов, которые переходили один в другой, и, возможно, эти эпизоды будут продолжаться и уже после ратификации и после вступления в силу протокола, и тогда суд сможет инициировать расследование преступления агрессии. Это очень важное замечание, поскольку, как тут уже замечали, война в Грузии длилась 5-6 дней, с 5 по 12-13. Я помню, когда я прибыл в Тбилиси 11 числа, как раз вот дипломатические усилия в Украине, она длится уже больше года. И вряд ли можно кто-то с уверенностью сказать, что она закончится завтра или послезавтра. Я просто не могу удержаться от того, чтобы не провести параллели, потому что я с 2005 по 2011 год я жила и работала в Грузии. Я работала в разных международных и местных организациях общественных. И, собственно говоря, когда произошла война в 2008 году, я была свидетелем тоже этого всего. Я тоже участвовала в
разных миссиях, которые документировали то, что там происходило с мирным населением. И сейчас тоже, работая в моей организации здесь, в Украине, я не причастна к работе моих коллег, которые тоже занимаются документированием нарушений прав человека и военных преступлений в Украине. Я никогда, честно говоря, не думала, что мне придется сравнивать эти два опыта, но тем не менее это происходит сегодня. И тем более мне обидно, что Украина повторяет ошибки прошлого, то есть повторяет ошибки, которые уже были сделаны Грузией. Вспомним о том, о чем говорил Симон, когда он говорил о том, что ничего не предоставлено было с грузинской стороны, ничего субстантивного, никаких доказательств не были представлены в Международный уголовный суд. Да? Все собирали неправительственные организации. Сейчас происходит то же самое. Всю информацию собирают неправительственные организации. Подача информации по первой декларации, да, то есть по событиям на Майдане Независимости, подачу информации и доказательств для офиса прокурора Международного уголовного суда обеспечили неправительственные организации. Да, прокуратура подала информацию, естественно, да. Я, понимаете, я так люблю офис омбудсмена, что я его как-то воспринимаю как часть гражданского общества. А прокуратура тоже сотрудничала с Международным уголовным судом, и это позитивный знак, но тем не менее количество и качество информации, которая была предоставлена, да, учитывая те ресурсы, которые есть у прокуратуры, и те ресурсы, которые есть у гражданского общества, несравнимые, да, но тем не менее гораздо больше свидетельств было собрано общественными организациями. То же самое сейчас происходит и на востоке Украины. По-моему, вместо того, чтобы бояться, да, и делать, как делают маленькие дети, которые закрывают глаза и говорят, если я закрою глаза, то меня никто не увидит, я в домике, да, может быть, вместо того, чтобы бояться того, что когда мы ратифицируем Римский устав, когда-нибудь кто-нибудь будет преследовать кого-нибудь, может быть, вместо этого сделать так, чтобы это превентировать, да, занять действительно открытую, ответственную позицию страны, которая хочет двигаться дальше в Европу и цивилизованный мир, и действительно начать самим документировать преступления, начать расследование, начать активную работу с Международным уголовным судом, самим доставать Международный уголовный суд. Многие страны мира сами достают Международный уголовный суд и умоляют его начать расследование. А мы, нам это зачем? Мы этого не хотим. И поэтому я думаю, что очень важно, чтобы... Я очень рада, что мы сейчас находимся не совсем в парламентских стенах, но все-таки среди людей, которые работают в парламенте. Я думаю, что и народным избранникам, и другим людям, причастным к парламентаризму, кроме всех рациональных аргументов, думаю, должен быть также важен тот факт, что если мы будем бесконечно бояться, да, то это, в принципе, то самое, чего хочет агрессор, то самое, чего хочет Российская Федерация. А кроме того, десятки тысяч, а может быть даже и миллионы граждан Украины навсегда останутся без правосудия. Спасибо. То есть он говорит, что хорошо, что я вернулась к опыту Грузии, и тоже он теперь продолжит говорить про опыт Грузии. Значит, что происходило там, кроме всего прочего? Там была обеспечена абсолютная секретность всего, что делало государство в рамках сотрудничества с Международным уголовным судом. Они даже изменили положение закона о предоставлении публичной информации общественным организациям и фактически засекретили всю информацию, которая касалась сотрудничества Грузии с разными международными институтами и перестали ее выдавать представителям гражданского общества. И для того, чтобы отложить вовлечение Международного уголовного суда в эту работу, они каждый год уже 7 лет, причем, что интересно, и предыдущее правительство, и новое правительство, они посылают отчеты в Международный уголовный суд о том, что спасибо, все хорошо, расследование идет. И, как мы знаем, в Римском уставе содержится принцип комплементарности, согласно которому, если государство заявляет, что оно проводит, или если оно проводит расследование на национальном уровне, то Международный уголовный суд не может быть вовлечен в это. But for us, for people representing the civil society, it was obvious from the very beginning that there will be no effective investigation either from Georgian side nor from the Russian side. But we didn't have access to the information, official information about what was going on. So what we did was to go to the places where the crimes have taken place, talk to the people who were directly affected by these crimes,
and ask them if they have been subjected to any sort of investigative measures, if they have witnessed people from the prosecutors, office, investigators coming and interviewing someone, taking testimonies, taking physical evidence, but we have found no such evidence, unfortunately. Evidence of the investigation. Yeah. Да, и поскольку вот, как они подозревали, что не проводится эффективного расследования ни со стороны России, ни со стороны Грузии, но информацию, значит, получить ни от России, ни от Грузии не могли, то они предприняли такое, они отправились непосредственно вот в места, где эти преступления совершались, обращались там к разным людям, узнавали, являлись ли они жертвами каких-то преступлений, и узнавали у них, проводилось ли какое-либо расследование. И вот, несмотря на то, что они как бы очень активно взаимодействовали и взаимодействуют с жертвами, они не нашли никаких следов расследования со стороны государства Грузии. I had a meeting with the prosecutor of the ICC, new prosecutor, and her team who works on this particular case recently, and we have been told that the court is about to open an investigation on this case, which is something we have been waiting for almost 7 years now, and we really welcome this decision. Недавно у Симона была встреча с новым прокурором Международного уголовного суда, ее командой, и они получили информацию, что в этом году будет открыто наконец-то расследование ситуации со стороны Международного уголовного суда. Это то решение, которого они ждали 7 лет. So what do we expect out of this investigation? Well, I personally would like to put expectations high. And what I expect is an arrest warrant against Vladimir Putin, who was behind the military operation during the days when the conflict was taking place. He was attending on the 8th of August, attending opening of the Olympics in Beijing, and he flew immediately back to Moscow and then to the Northern Caucasus, and he was personally giving orders and managing all sorts of military field operations, which resulted into crimes against humanity and war crimes. Ну, что нам принесет это расследование, это, конечно, это интересный вопрос, но ожидания у Симона довольно высокие. Он надеется, что суд издаст ордер на арест Владимира Путина, то есть вы хотите забрать у нас Путина, да? Да, ордер на арест Владимира Путина, который, по мнению наших вот коллег, значит, непосредственно сам руководил военной операцией на территории Грузии, потому что он находился 8 августа в Пекине на Олимпиаде, но когда начались события, он немедленно покинул Пекин, вылетел сначала в Москву, потом на Северный Кавказ, и по мнению наших коллег и информации, которая у них есть, он непосредственно руководил военной операцией, которая привела к 2 типам последствий, это преступления против человечности и военные преступления. So on the one hand we have crimes which are well documented, and we have a chain of command which is also well documented. And legally speaking and practically speaking, this thing which sounds very big now is possible. And I believe that this can happen, and I hope that this will happen soon. И то есть у них есть как бы свидетельства про конкретные факты преступлений, и также у них есть доказательства цепи командования, да? Chain of command, да. Цепь командования? Да. Цепи командования, то есть цепочки командования, которая идет от Владимира Путина к тем, кто непосредственно совершал эти преступления. Поэтому, несмотря на то, что это вот так звучит, как бы, может быть, слишком оптимистично, тем не менее, Симон уверен, что рано или поздно это может произойти. Just final word. So we are talking about the region which has been ridden by conflicts. 2 wars in Ossetia, war in Abkhazia, Nagorno-Karabakh, Transnistria, 2 wars in Chechnya, now a war in Ukraine. In all these conflicts we have Russian Federation engaged. And in none of those conflicts there has been any sort of investigation conducted. Not even a single person has been brought before justice. And we have a good chance, and the Ukrainian government and the parliament have a good chance to somehow pull triggers to have the ICC to look at the conflict which is going on the territory of Ukraine, where we all know that Russia is engaged, even if not openly, but there is a increasing evidence of such engagement.
And we strongly believe that this can really have a strong effect on the future in terms of what these people are capable of doing and what they're doing. Давайте посмотрим на наш регион и на его недавнюю историю. 2 войны в Южной Осетии, война в Абхазии, 2 войны в Чечне, война в Нагорном Карабахе, война в Приднестровье, сейчас война в Украине. И все эти конфликты, в каждом из них есть одно общее. Это Российская Федерация, которая с разной степенью вовлеченности была задействована в эти конфликты или как бы подогревала их. Поэтому сейчас, кроме всего прочего, возможно, у Украины есть исторический шанс, поддержав и инициировав вот это расследование Международного уголовного суда. Кроме всего прочего, о чем мы говорили, это может способствовать тому, чтобы вот как бы, ну, наконец-то остановить вот эти агрессивные действия со стороны Российской Федерации, не только касательно того, что сейчас уже происходит, но и насчет того, что они, возможно, собираются сделать с нашим регионом в будущем. Я поддерживаю идею ратификации Римского устава по 3 основаниям. Основание первое – это международные обязательства Украины. Если уж дали международные обязательства, извините, их надо выполнять. Вопрос второй, вторая причина. Недавно мы были вместе с представителями и Центра общественных свобод, и с другими представителями общественных организаций на параллельном мероприятии в рамках сессии по правам человека в Женеве, в ООН. И там говорили о проблемах, которые существуют сейчас с соблюдением прав человека на Востоке. Один из вопросов, который был задан, как вы понимаете, от Российской Федерации, а почему вы не говорите о нарушениях, которые позволяют себе представители ваших вооруженных сил? Ответ был очень простой, потому что то, что сделали представители вооруженных сил, является основанием для того, чтобы прокуратура проводила соответствующие проверки, открывала соответствующее производство уголовное, и в случае, если подтверждаются факты, чтобы, соответственно, представители вооруженных сил Украины несли наказание. Что делать с другими? Что делать с той стороной, которая пытает, убивает, нарушает любые права человека, которые предусмотрены и Украинской Конституцией, и международными стандартами, но при этом никакой ответственности не подлежат. Это как раз возможность единственная для Украины, возможность привлечь их к ответственности, потому что в данной ситуации это как раз основание для МКС, когда МКС возбуждает уголовное дело тогда, когда страна не может провести расследование. Кроме того, третье основание, по которому я поддерживаю ратификацию Римского устава. Коллеги, я хотела бы вас проинформировать, если кто не в курсе. В Российской Федерации в Уголовном кодексе есть статья, если я не ошибаюсь, 12-я, которая позволяет Российской Федерации расширить свою юрисдикцию на абсолютно любые события, которые происходят по всему миру, в случае, если эти события, по мнению Российской Федерации, нарушают принципы уважения к человечности там, и так далее. И в связи с этим дело Надежды Савченко сегодня – это всего лишь одна составляющая большого дела украинского, и которые, собственно говоря, сейчас адвокаты с этим бьются, с тем, чтобы вычленить дело Надежды Савченко из этого большого украинского дела, которое уже возбуждено против граждан Украины, потому что с точки зрения Российской Федерации были совершены какие-то преступления относительно человечности. Скажите мне, пожалуйста, что мы можем противопоставить в ответ? Мы можем что-то сделать? Можем. Мы можем ратифицировать Римский устав. Поэтому с этой точки зрения я абсолютно поддерживаю, с этих 3 точек зрения я поддерживаю ратификацию Римского устава.